И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат, 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей, и в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей, а все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в текстовом сообщении напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем доброго вечера. Начинаем очередной стрим. И писать свои пожелания и возражения можете где угодно. Хоть на YouTube в чате под видео, хоть в ВКонтакте. Везде работает. Везде все нормально. Поэтому как-то оно там. Тему, которая будет озвучена лично от меня, о том, как Почта России доставляет.
Я подписан на Дураграм Почты России, и читать этот Дураграм одно прям большое удовольствие. Некоторое время назад они сообщили, что время доставки посылок сократилось и теперь составляет примерно 3,6 дня. Ну, округлим до 4. Вот открою я карту Яндекса и посмотрю, сколько займет от моего дома. Где? Вот он. Мой дом. Маршрут. Внуково. Аэропорт, который. Пешком. 4 дня, 16 минут. Ну, в принципе, давайте самое длинное. Через 22 лестницы. Через город Владимир к тому же. Ну, 4 дня, 5 часов 50 минут. 4,6. И вроде как бы оно долго. То есть это не есть, не спать, на горшок не ходить, а идти практически 5 дней без остановки. То, в принципе, Почта России по умолчанию не может. Поэтому давайте еще прибавим пару дней, 6 получим, округлим до 6, до 7, до недели. Не туда сбежал, обознался. То есть от Москвы до моего дома почта может продвинуться пешеходом за неделю. Только вот во Внуково таможня отдала почте небольшой пакетик весом меньше 100 грамм 24 июня. Сегодня 12 июля. И буквально через 2 дня истекает срок доставки. Как только он истечет, сразу же на Алиэкспресс будет написан кляуза, и продавец примерно через недельку вернет денежки. Денежки небольшие, чуть больше 100 рублей. Ну, какая разница? А вот Почта России получит еще один отрицательный отзыв. Мне вот интересно. Вот тот, кто пишет подобный текст. Нет, я понимаю, что есть там какие-то внутренние нормативы. Допустим, 100 километров преодолеть за определенное количество времени. Ну, есть там спортсмены, бегают, то да все, а тут почтальоны Печкины, которые не бегают, ходят, составляют. Вот как-нибудь это все определяется. Тут на днях решил посчитать, какой ущерб нанесла Почта России. Получилась достаточно большая сумма. Вернее, получилось бы, если бы я бы все это, то, что она потеряла, украла, ну, официально потеряла, но меня почему-то сомнение берет в этом. Если бы я все это покупал. Но все это дарили, поэтому, если бы я покупал, вышло бы очень и очень крупная сумма. Для простого человека. А тут не очень. Потому что, по большому счету, ну, на все я потратил бы
Разговор не о том, сколько бы я потратил, а разговор о том, почему Почта России такая тупая. Скорость доставки, несмотря на то, что пишут в ее дуракрам-канале, на сайтах, по рассылках, где угодно, как составляла мизерную, неудачную скорость во времена Николая Последнего из Романова, так она точно такая же и есть. Да, вполне возможно, скорость от центрального московского главпочтампа до какой-нибудь там улицы неподалеку возросла. Начали на целую тонну больше перевозить на Сахалин. Но все это волнует кого? Жителей Сахалина. А всех остальных волнует тот вопрос, а где же моя посылочка, где мой мелкий пакетик? Почему вместо того, чтобы поехать по прямому маршруту, он едет сначала в Екатеринбург, оттуда в Питер, из Питера в Москву, из Москвы обратно возвращается в Екатеринбург, и после этого попадает ко мне на Нижегородчину? Почему это вот так вот туда-сюда по России мотается? Пару раз проезжает где-то неподалеку от меня, но вместо того, чтобы приехать, остановиться где-то там неподалеку, изменить маршрут, пересесть с одной почтовой машины в другую и переехать ко мне не за неделю, не за две, а за пару дней, это все будет дальше мотаться. Поэтому оставлю этот вопрос открытым. Ну, по простой причине, что у меня нет никакого ответа на подобные катания Почты России. И поэтому переходим ко второй части, вопросам, которые вы задавали. Не знаю почему, но самым таким вопросом, который почему-то волнует зрителей, стал вопрос о том, что Маск не станет покупать Твиттер. Во-первых, кому нужен этот самый Твиттер? Маск заявил, что, покопавшись во внутренностях устройства этого самого Твиттера, он увидел, что отличить живого человека от бота не представляет возможным. А так как он не хочет тратить свои миллиарды на всякое нахрен никому не нужное ботохранилище, он отказывается от сделки и в ближайшее время, по-моему, уже получил или скоро получит судебное разбирательство по поводу того, а может ли он отказаться без уплаты комиссии. По поводу Твиттера, что я могу сказать? Когда-то давным-давно это была отличная социальная сеть. Да, в ней были боты, но в ней было и живое нормальное общение. Потом, когда придумали такую штуку, как твитбот для айфона, это стало просто прям небо и земля. Отличное приложение, которое нормально работало, то все. Но потом вдруг как-то раз приложение перестало работать, YouTube попал в заблокированные сервисы, и кроме заголовков каких-то там сайтов, кого-то там, чего-то там, нахрен никому не нужное, там больше ничего нет.
Ну и, собственно, выпьем безалкогольного кофе, за упокой души этого самого твита. Раньше была хорошая штука, сейчас это ничто, и поэтому... А какая разница, кто его купит и купит ли вообще? Вторая новость звучала: болело, освистали Би-2 во время выступления в СТБ на футболе. Немножко погуглив, выяснилось, что болело «Зенита» освистали Би-2 за то, что те перед своим выступлением махали спартаковским картом. И никакого общества социально ориентированного там не было. Была обычная тусовка обычных тупых гопников, которые одни болели с синими шарфиками, другие болели с красными шарфиками. И после всего этого болельства залили зенки, пошли бить морды друг другу. И все. И всем, по большому счету, наплевать. Из всех дураграм-каналов я нашел только один дураграм-канал, который показал: вот смотрите, пока выясняют, все ли освистали Би-2, не все ли освистали Би-2, освистали ли за то, что Би-2 плохие, или за то, что с не тем шарфиком вышли, или еще за что-то там. Вот смотрите. Ёперный певец поет гимн России. Ему подпевают футболисты, ему подпевают весь стадион. И вот это намного интереснее, чем какое-то выступление какого-то Би-2. Вот шумейку с Би-2 показали, что вернулся Ургант и вполне себе выступает. Пока не по телевизору, но выступает. Вернулась какая-то Ауга. Морда лица знакомая, но помнить, кто такая, чем прославилась, не могу. Ну, вернее, чем прославилась перед своим бегством в Прибалтику. Знаю, а вот... Ну, актриса, где снималась? Что делала? Выдающегося? Не помню, не знаю. Поэтому переживать о том, что вот смотрите, такая вот у нас культура. Ну, это, знаете, то же самое. Гражданка Казахстана, которая до недавнего времени жила в России, в Москве, приехала в Англию и выиграла Уимблдонский турнир по теннису. Все написали, что смотрите, россиянка выиграла турнир по теннису, где запретили выступать россиян. А если бы почитали некоторые интервью, то выяснили бы, что она, да, она россиянка, она русская. Но почему-то не хотели ее отправлять в Уимблдонский турнир местные аллигаторы от тенниса. Поэтому уехала в Казахстан, поменяла гражданство, приехала, выиграла Уимблдонский турнир. Выиграла не россиянка, выиграла гражданка Казахстана. А то, что она была русская, это скорее не плюс, это скорее минус. Потому что Би-2 не приехали в Питер просто так, ну давайте мы туда приедем, может быть, где-нибудь там как-то получится выступить. Нет, их с ними созвонились, обсудили сколько, что, где и когда. И когда со всеми вопросами было решено положительно, они приехали и выступили.
И заказчику было, скорее всего, наплевать на то, что они какие-то там составляющие списка, которые лучше не приглашать. Помните, рассказывал про кафе, которое недалеко от Кремля работает и собирает деньги на нужды вооруженных сил Украины? Вот это самое кафе подтвердило один старый анекдот, советский еще. Один украинец, герой, два украинца, это партизанский отряд. А три украинца – это партизанский отряд с героем и предателем. Хозяин кафе добровольно пришел, сдал, рассказал и продолжил. Все тем же самым заниматься. Тем временем приходят новости из Крыма, где в пансионате Судак военнослужащие России, которые там проходили лечение, были избиты преобладающими силами крымских татар. Потом, правда, оказалось, что военнослужащий был один. Потом пошла информация о том, что то, что он военнослужащий, то, что у него какая-то там эмблема, символ, Z на кепке, это вроде как бы роли не играли. Обычный бытовух, которую подтверждает местные МВД и местные ФСБ. И вроде как бы тут-то все это и ничего, только вот маленькое но. Избили в драке с русским военнослужащим, принимали участие местный пидорас, местный мажор и так. Местный никто, который присосался к этим двум местным крымским татарам. Как все было на самом деле, я понятия не имею, но какое-то время назад приходили новости из того же самого Киева, что владелец станции технического обслуживания отказался чинить машину военнослужащим из-за символа Z на этой самой машине. Посудились с этим самым водителем, и выяснилось, что здание, где находится эта самая мастерская, построено незаконно. И суд принял решение это здание снести, мастерскую выключить. И вот из-за этой самой шумихи с военнослужащими, которых было то ли трое, то ли один, которых то ли избили из-за символа Z, то ли не избивали вообще, которые вроде как бы должны быть в пансионате, но вроде как бы их где-то избили в совсем другом месте, и вроде, может быть, даже и не избили, а защищались от них. Короче, становится вопрос, так любимый украинскими, не знаю, как это назвать, чей Крым? В своих стримах я постоянно рассказываю, что мы освобождаем украинцев от украинцев. То, что какая-то часть украинцев говорят на мове, а какая-то часть говорит еще и на русском, ни о чем не говорит. Умение разговаривать на русском языке – это не признак того, что ты русский. Вот Крым освободили, все радовались, смотрите, мы такие все довольные, все такие прям ого-го. Только почему-то какие-то... То, что сейчас принято называть нацистами, то тут, то там, то здесь, то тут. Прямо вот раз в месяц приходят какие-то новости с той стороны черного мира. Может быть, взять и уволить. Или не надо увольнять, на повышение.
на Сахалин, Ямало-Ненецкий округ, Чукотку. Много есть мест, где еще нужны хорошие, нужные люди в МВД и ФСБ. А в этот самый Крым пригнать новых людей. И каждому из них сказать: вот, дружище, вот ты раскроешь здесь какую-нибудь небольшую организацию, которая поддерживает Украину, кричит славу Украине, хохлам еще что-нибудь то, которые являются педерастами, наркоманами, мажорами, которые что хотят, то воротят. Вот сумеешь их поймать, мы тебе звездочку и в Москву. Большую компанию поймать, Москву. Не очень большую, Подмосковье. Ну, если уж, извини, совсем маленькую, то либо тут останешься по жизни, либо куда-нибудь предыдущим. В Воркуту, Норильск и прочие теплые места Российской Федерации. Так что давай действуй. И на мой взгляд, это будет самое такое простое действенное решение. Более того, на месте правоохранительных органов я бы озаботился о том, чтобы не происходило слияние административного ресурса с правоохранителем. Как это сделать, думайте сами. Будет ли это то военнослужащие, сегодня служащие в части номер 1, будут переведены в часть номер 2, а в часть номер 2 в часть номер 1, и будет постоянная ротация по всей Российской Федерации. Как хотите, так и думайте. Да, согласен, это повлечет за собой какие-то неудобные моменты. Но в то же время, если какой-то административный ресурс договорится с правоохранительным ресурсом, то этот самый, как правоохранительный, так и административные ресурсы могут зарабатывать деньги на откровенном криминале. И никто им ничего не сделает. Потому что один будет делать вид, что он ничего не делает, а другой будет делать вид, что он все проверил и ничего не случилось. А если их всех, вот они сейчас вместе, завтра поменяли местами, послезавтра раскинули в разные углы, то они не смогут, не успеют подружиться. Не смогут договориться. И одному придется более сильно рисковать, а другому придется более сильно работать. На мой взгляд, как-то вот так. Потом в комментариях напишите, стоит оно того или не стоит. Про минусы рассказывать не надо. Минусы я знаю, какие будут. Попробуйте озадачить плюсы. Вот какой плюс лично вы видите в этой ситуации. А я тем временем скажу вам всем до свидания. Увидимся через 4 дня. Если вам есть что сказать, пожелать, возразить, переходим по ссылке. На Бусти оформляем подписку. И пишем. А я все это читаю и использую в следующих подкастах. Все, всем пока. Увидимся через 4 дня.